Еще один проект из моего списка желаний. Я давно хотела сделать венок в виде месяца, как вот у этого автора, но все откладывала этот проект, потому что мне не очень нравится идея засушенных цветов. Мне кажется, они быстро придут в негодность и могут потерять свой цвет, хотя я не знаю. Ну а если не засушенные цветы, то их надо сделать из фоамирана, из холодного фарфора, из полимерной глины, из чего-нибудь, но их надо сделать. А тут мне написала Русалина и предложила снять совместное видео. А я знакома с ее каналом, потому что в большей степени, не только, но в большей степени он посвящен как раз-таки лепке цветов из полимерной глины. И я подумала, что момент настал. Мы договорились, что она сделает несколько цветов и пришлет их мне. Так что после просмотра моего видео обязательно переходите к ней на канал и подписывайтесь. И вот я получаю посылку, она такая огромная. Если вы смотрели мое видео совместное с Аней, то наверняка помните мои эмоции тогда. И вот сейчас эта посылка тоже еще и тяжелая, и там явно не просто какие-то крупные цветы. И когда я ее открывала, у меня были примерно такие же ощущения, как на день рождения, что ли. И смотрите, что там было. Мох ягель. Он не стабилизированный, не окрашенный, а натуральный и имеет свой природный запах. Это так ценно. И целый букет сухоцветов. Смотрите, какая красота! Сами цветы, только посмотрите, какие они необычные. И тут есть даже целый браслет. И он очень круто подходит моей кофте и маникюру. И еще чай, и конфеты, и у меня был такой детский восторг от неожиданности всего этого, так что, Русалина, спасибо большое. Внутри было еще много глины и смола от фирмы Cernit, так это произносится, я надеюсь. И это так вовремя на самом деле, потому что у меня уже есть почти печка для глины, и я прям уже супер близка к тому, чтобы погрузиться в тему лепки из полимерки. Русалина, спасибо еще раз огромное, и давайте приступать к работе. В основу у нас лягут ветки. Можно взять от декоративного винограда, но он есть не у всех, зато каждый может собрать вот такой веник из опавших березовых веток. Они есть под каждой уважающей себя березой. Я это все перебрала и разрезала на прутики покороче. Я долго пыталась понять, как это лучше сделать, потому что ветки, естественно, не изгибались как надо. Так вот, лучше всего взять две похожих ветки. Один конец должен быть жестким, а с другой стороны лучше, если будут тоненькие ветки. Кладу их валетом и связываю прочную ветку с тоненькими и завязываю узелок, но нитку не отрезаю. Дальше собираю другой конец и сгибаю ветки и тяну к ним нитку. Обматываю там и завязываю. Так у нас есть каркас, он выглядит примерно как лук. Дальше я зажала его по центру и стала набирать в руку ветки разной длины. И опять же укладывала их валетом, чтобы сверху и снизу было примерно похожее количество толстых и тонких прутиков. Перевязываю ниткой там, где держала, и дальше не отрезаю ее, а начинаю обматывать ветки дальше, прижимая их к каркасу. Спускаюсь той же ниткой обратно вниз, обматываю там и делаю новую петлю, которая будет держать концы месяца. Я стянула их посильнее, видите, так что первая нитка уже ослабла. Дальше можно наращивать размер этого венка. Я вставляю вот здесь под нитки, которые уже есть, прочные ветки, а потом привязываю их по центру. И дальше то же самое делаю с другой стороны.
И вновь обматываю весь месяц ниткой, потому что все прутики разной длины, и чтобы ничего не вылезало, нам это все нужно закрепить. Но при этом я делаю это не очень туго и нитку кладу на большом расстоянии, то есть расстояние между мотками довольно большое. Там потом на кадрах поближе вы увидите это. Затем я вновь также вкладываю ветки, но уже не с самого края, а вот в это место. И обратите внимание, я формирую месяц, вкладывая ветки не сверху, а с краю, чтобы он был не очень объемный, ведь на нем же будут еще цветы сверху. После я еще раз стянула месяц посильнее, и это получилась наконец та форма, которой я была довольна. Дальше я решила его покрасить. Это делать вовсе не обязательно, просто березовые прутики имеют несколько сероватый холодный оттенок, а я люблю, когда дерево теплое. Поэтому я взяла свою любимую морилку и стала пытаться прокрашивать ею этот венок. Красить ветки по отдельности было бы намного муторнее. А так я просто заливала внутрь морилку кисточкой, и вроде бы получилось неплохо. Дальше я решила его укрепить с помощью клея ПВА. Примерно как кору в травнике. Клей поможет венку держать форму, особенно когда я отрежу держащую его нить. Плюс никакие мелкие веточки не будут отваливаться. Прям поливаю его как хот-дог кетчупом и размазываю клей кисточкой. Это, кстати, очень важно сделать со всех сторон. Когда основная часть клея высохла, видите, остались только капельки, им надо просто больше времени. Можно взяться за декор. Вот те самые цветы и листья от русалины. Полное видео о том, как их сделать, вы найдете у нее на канале. Ссылка будет в описании. Клеить декор на подобную неровную основу лучше всего на клей-пистолет. Но я увезла свой из студии на момент этих съемок, и пришлось выкручиваться. Я стала думать, как их разместить, и в итоге сделала вот такую несложную композицию. Я стала сажать все на большие капли момента, хотя им пользоваться надо совершенно не так. Ну и сохло это все долго, а сидела хлюпенько, но ничего. Пока венок досыхает, я решила сделать кристаллы. Я была ограничена во времени, поэтому взяла смолу My Epoxy Pro, которая сохнет 24 часа. Смешиваю в пропорции 2 к 1 и оставляю для выхода пузырьков. Я как-то уже использовала втирку для ногтей, для того, чтобы сделать кристаллы, но теперь же я решила нанести ее аккуратнее, с помощью пушистой кисточки, чтобы эти переливы были лишь на части камня и не было видно такой четкой границы. Потом я залила внутрь прозрачной смолы и немного в каждый кристалл. Только потом я вспомнила, что я не просто так налила прозрачную смолу в миску, я хотела всыпать в нее эту втирку, чтобы посмотреть, что будет, потому что я так никогда не делала. И меня многие спрашивали, что будет, если втирку для ногтей, вот эту вот именно вот эту, вмешать в прозрачную смолу. А я не знаю, что будет, я же не пробовала так делать. На самом деле, в этот раз я так и не увидела чистого результата, который могла бы дать эта втирка, потому что я потом еще вмешала в нее другие хлопья. Но ничего, у нас впереди много тем для видео. Я решила окрашивать смолу акриловой краской и пигментами. У Epoxy Max появились вот такие новые пигменты, они как хлопья снега. Я, правда, немного сломала коробочку, так что пришлось помучиться с ее открыванием. Лучше всего вы увидите всю прелесть этих блесток в готовом результате. Я смешала их вместе с втиркой и залила по капельке в каждый кристалл. Дальше я окрасила смолу капелькой краски и опять же залила по паре капелек в каждый кристалл. Я не набираю смолу в шприц, хотя это было бы удобнее, просто потому что дальше я окрашивать буду эту же смолу, изменяя оттенок. Я добавила немного смолы с блестками и аккуратно смешала это внутри, чтобы был градиент. И так я и продолжила работать, добавляя разные оттенки в эти кристаллы и периодически аккуратно сглаживая границу между цветами.
Когда я продолжила работать уже без камеры, у меня закончилась розовая смола, ну то есть окрашенная, а в кристаллах еще было немного места. И был вариант либо вновь окрасить смолу в розовый, а эти кристаллы были и так уже максимально розовыми, и куда там еще розового. И я решила взять зеленый. Я просто вспомнила, что есть камень, который называется арбузный турмалин. Посмотрите на него. Но я до последнего боялась, что мои кристаллы могут превратиться в болото. Но нет. Чтобы вынуть кристаллы из таких форм, надо сначала отогнуть края сверху, а потом их скрутить вот так и, зажимая снизу, отпускать. Тогда кристалл будет постепенно выдавливаться. Видите, блестки, о которых я вам говорила, они все разных форм и размеров, и мне кажется, это придает им больше некой такой природной настоящести. На венок я приклеила еще маленькие цветочки, которые ассоциировались у меня со звездочками. Они очень хорошо подходили месяцу этому, но все равно не хватало какой-то наполненности. Я взяла ягель, но он не очень подходил по цвету, как мне казалось, при всей своей шикарности. Мне хотелось чего-то понасыщеннее. Да. Я не изменяю своим традициям. Мне кажется, что когда мои самые преданные подписчики увидели Марилку в кадре, вы же знали, да, что этим все кончится. Чтобы он лучше держался, я смешала мох с клеем ПВА и подкладывала его под цветы и листья. Так он и приклеится, и не будет крошиться. Более того, сами листья и цветы таким образом будут надежнее держаться. Кстати, мне очень нравится цвет листьев, который сделала Русалина. Они вроде и зеленые, и с бордовыми кончиками, что придает им волшебности и отлично вписывает их в композицию. Теперь можно обрезать кончики и взяться за плетение ловца снов. Я сначала думала взять либо вощеную нить, либо коричневую пряжу, но потом нашла у себя вощеный бордовый шнурок, который идеально подходил по цвету. Самым сложным было вставить нитку между прутиками, которые я уже склеила. Я завязала узелок, и дальше нужно определиться, где будут следующие узлы. Очень важно, чтобы отрезки ниток были одного и того же размера. Поэтому, прежде чем начинать, прикиньте визуально, отрезки какой длины у вас будут и где они будут крепиться. Дальше я вновь помучилась с просовыванием нитки. И у меня вот эта петля перекручивалась немного. Это не страшно, но старайтесь лучше следить за тем, чтобы ваша нитка не была вот так вот перекручена. Ее можно прямо отпускать, и она тогда сама раскрутится, если вдруг она там была как-то неудобно для нее, если она лежала. Итак, неважно, снизу вверх вы просовываете нитку в месяц или сверху вниз. Важно то, что прежде чем пойти дальше, надо сделать петлю. То есть пропустить нитку в тот отрезок, который только что сделали, чтобы вот тут вот нитка перекрутилась. И натягиваем нитку. Чтобы сделать следующий отрезок, я уже по сделанному отмерила размер нитки и стала вновь просовывать ее в месяц. Под цветами вам не очень будет видно, что я делаю, но, надеюсь, этот этап был понятен. Плести ловец лучше, конечно, до того, как сделаете декор на месяце, но потом промазывать клеем вместе с плетением все-таки будет неудобно. Потом я, кстати, додумалась взять пин и привязать на него веревку, чтобы он, как иголка, помогал мне ее протягивать. Так, когда я просунула нитку в месяц последний раз, это было завершением первого этапа. Дальше в целом мы будем делать то же самое, только в обратную сторону. Сначала нужно завязать узел на конце, так чтобы нитка держалась. И важно, чтобы все предыдущие наши петли были достаточно натянуты. Дальше мы идем на середину вот этого отрезка и просовываем нитку сверху вниз. Затем снизу вверх она идет как раз в ту петлю, которую я только что создала.
То есть у нас получается вот такая петелька, которая должна располагаться ровно по центру отрезка. Натягиваем нить и идем дальше, к центру следующего отрезка. Одной рукой я держу нить натянутой, а другой рукой заправляю нить. Сверху вниз, и ее нужно вытянуть снизу вверх в той петле, которую делаем. И вот вновь, смотрите, одной рукой я держу нить натянутой, а другой обвязываю отрезок. Дальше нам надо вернуться вот сюда. Для этого я завязываю узелок, самый обычный узелок. Подушечкой пальца или ногтем можно придерживать нитку, и придерживать ее очень важно, потому что она должна быть натянута, у нас же там с вами уже целое плетение, точнее половина его. А другой рукой завязываем узелок, чтобы он не съехал, потому что он может ездить по этому отрезку. Я промазала его клеем ПВА, который при высыхании становится прозрачным, как вы знаете. Когда он чуть подсохнет, можно продолжать плести. Все точно так же, только теперь в другую сторону. Вот еще один узелок, от которого я иду обратно. Я сделала вот это и решила остановиться. То есть можно было соединить еще вот так, но я решила этого не делать. Промазываю узелок клеем ПВА, и когда он чуть-чуть подсох, буквально схватился клей по краям, я отрезала нитку. Теперь уже точно можно снять ту нить, которая держала форму нашего месяца, потому что теперь его стягивает наше плетение. Дальше нужно было каким-то образом прикрепить кристаллы к ниткам. Я планировала обвязать все это проволокой. У меня есть вот такая разноцветная, и, наверное, она изначально для бисероплетения. Здесь идеально бы подошел клей-пистолет, но так как у меня его нету, пришлось выкручиваться. Я завязала узелки на конце нитки и попробовала приклеить их на клей-момент. Но то ли эта проволока слишком тонкая, то ли я совершенно не умею работать с проволокой. Короче, этот вариант был провальным. Я даже сделала каркас, куда вставлялась бы нитка, но нет, этот вариант был провальным. Полимерка бы сюда не подошла, потому что как запекать. Но я вспомнила про бумажную глину. Она сохнет сама и довольно быстро. Я вылепила такие, наверное, несколько своеобразные колпачки-шапочки. У меня просто в памяти были вот такие примеры. И они очень быстро высохли, и я стала их окрашивать. Для этого я взяла коричневую краску и золотую. И еще мне хотелось добавить некой такой особенности. И я взяла неоновый розовый и фиолетовый. Отлично. Теперь оставалось все это привязать. Что касается основного камушка, это было довольно просто, потому что я просто проткнула насквозь месяц и связала сверху узел, а потом закрепила его клеем ПВА. А вот с теми камнями, которые внизу, пришлось немножко помучиться. Проблема была еще в том, что когда месяц лежит, мне кажется, что камни будут висеть ровно. Когда я его повесила так, как хотела, давайте я, кстати, возьму его, потому что вообще изначально я хотела поместить его сюда. Но так как не все мои зрители любят спойлеры у меня на фоне, у меня тут цветы пока лето, не знаю, что буду ставить зимой. Месяц он же может висеть вот так вот по-разному, и когда он у меня лежал на столе, мне казалось, что я ровно вешаю кристаллы. Когда я его повесила так, как хотела, хватит болтаться, эти кристаллы все съехали у меня, поэтому лучше всего будет, если вы его повесите, и уже когда он будет висеть, будете подвешивать все то, что будет вот здесь внизу. Вот, собственно, и все. Но
Нет, на самом деле нет. Есть еще один очень важный момент. Многие из вас, особенно кто любит тему магии и природы, наверняка узнали в этом месяце тот декор, тот месяц, который делают веканки. Давайте я его повешу и расскажу сейчас вам это. Его там не видно. Ладно, положу тогда, пока еще отфоткать надо. Викка — это современная языческая вера, а веканки, они, по сути, как белые ведьмы. И вот этот символ, по-моему, сейчас он есть только у них, хотя, может быть, это они его популяризировали, а он, может быть, где-то использовался до. Я не изучала историю этого символа. Но суть в том, что сегодня в Викке вот этот символ — это символ богини, и он обозначает женственный аспект духа, связанный с женскими мистериями и целительством. И этот символ обозначает 3 основных фазы Луны. И если я правильно понимаю, вот эти месяцы, которые просто месяцы, они как раз-таки исходят, они как часть вот этого основного символа, потому что не просто так очень много разных венков есть именно с ловцом снов, именно с цветами, хотя, может быть, это просто популяризация уже точно так же, как ловец снов. Не знаю, я долго пыталась изучать этот вопрос, потому что связь вот этого венка с веканством, она несколько останавливала меня также в публикации этого видео, потому что я не причисляю себя к веканкам, мне просто нравится отдельно тема магии и тема природы. И для меня это... Я даже не знаю, как лучше это объяснить. Это просто то, что близко моей душе. Все это волшебство, лес и так далее. Но я никогда не придавала этому спиритический какой-то смысл. Вот так, наверное, это самая лучшая формулировка. Сложная тема на самом деле. Для меня подобные вещи, он мне тут лежит просто, являются исключительно приятным глазу элементом декора. Но меня долго мучил вопрос, а не является ли это обесцениванием того, что по сути священно у других. Потому что, ладно бы, я просто его сделала, повесила бы у себя в комнате, но я же еще и вам про него рассказываю. Но при этом ловец снов тот же сейчас очень сильно популяризирован, хотя изначально у него есть свое магическое предназначение, и я не думаю, что все те, у кого он есть, вкладывают в него первоначальный смысл. Вот. Ну и как написано в энциклопедии о языческих божествах Западной Европы, основной постулат Вики может быть сформулирован следующим образом. Не принося никому вреда, делай то, что желаешь. Так что я очень надеюсь, что я не задеваю ничьи чувства и не приношу никому вреда этим видео. Напишите в комментариях, было бы ли вам интересно еще одно видео о ловцах снов, и скажите, пожалуйста, было ли вам понятно мое объяснение плетения, потому что я потом уже, когда пересматривала, я поняла, что некоторые вещи можно было снять с других ракурсов, так что я думаю, я что-нибудь подобное еще продумаю. Переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть видео Русалины о том, как она сделала эти цветы. Подписывайтесь на ее канал. Ну, а я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас вот так вот люблю. Пока.